петь будем? Не все же зрители знают Игоря Николаева, к сожалению. Какую песню? «Выпьем за любовь». Выпьем за любовь, видишь, как блестят твои глаза. Теперь Выпьем понятно, почему у за нас любовь. стримы с Сашиным пением закончились в нашем Инстаграм. Люди перестали приходить на мои сольные концерты. Ладно, ну что, поехали? Поехали! Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В студии Иван Червинский и Александр Карельский. Здравствуйте. Сегодня как-то по-новому, да? Дело в том, что у нас есть люди, которые внимательно следят за нашими эфирами. И если вдруг возникают какие-то ошибки технического характера, грамматического характера, то нас очень быстро поправляют, а мы всегда за развитие. Стой, не делают посты в Инстаграм? Нет, культурно, аккуратно пишут в комментариях: ребят, что-то у вас неправильно вы начало передачи делаете. Вот ты, Саша Карельский, всегда себя представляешь с самого начала, а по правилам телевидения должен представить сначала своего гостя или своего соведущего. Правильное замечание, да. Дорогие друзья, сегодня для вас беседа и Саша Карельский, Ваня Червинский. Самые лучшие новости, самое интересное, что произошло за эту неделю, обсудим вместе с вами. И ты знаешь, начнем мы с новости, которая вот буквально окрылила всех диарс нашей планеты. Это новая песня, которая выходит под руководством нашего любимого композитора Игоря Яковлевича Крутого. Вот. И как он анонсировал у себя в Инстаграм, песня уже готова, есть слова песни, которые написал знаменитый тоже и композитор, и автор Игорь Николаев. Вот так по счастливому совпадению два Игоря работают для Димаша. Наверное, не все знают из наших зрителей, кто такой Игорь Николаев, потому что у нас есть зрители, например, из Латинской Америки, есть зрители из Америки. Я думаю, что есть даже зрители из Африки, потому что я знаю, есть великолепная страна Бурунди, которая нас сейчас смотрит. Вот. И надо нам, наверное, рассказать, что Игорь Николаев — это очень знаменитый исполнитель и даже писатель песен. И он даже, я знаю, что ты мне рассказывал, что он вместе с Роксет чем-то занимался, да? Вот абсолютно верно, и я даже принял решение подготовить отдельную передачу, чтобы познакомить наших друзей с этой личностью, тем более вот он, я так понимаю, это первое, наверное, сотрудничество, где Игорь Николаев будет написал уже текст песни для Димаша Кудайбергена. Но то, что это очень известная и культовая личность для российской эстрады, это 100%, мне кажется, нет исполнителей на российской эстраде, которые бы не исполнили хотя бы одну его песню. Да. Я заметил в комментариях у Игоря Крутого, что Филипп Киркоров, Филипп Бедросович оценил своими комментариями, пожелал удачи. Все-таки Филипп Бедросович, он же действующий король популярной эстрады. Можно ли сказать, что таким образом он как бы освободил престол и дал бота? Это можно расценить не так, а можно и расценить как не очень хороший знак. Почему? Потому что не все настолько вот широко и ярко откликнулись на эту новость с открытой душой. Многие начали переживать, а не будет ли эта песня из прошлого века. Вот, потому что, я так понял, не все любят творчество и Игоря Крутого, и Игоря Николаева. И вот они очень сильно переживают, что, возможно, песня не совсем современная, насколько хотелось бы. Ну, надо тут обязательно сделать небольшое отступление и поговорить о Игоре Крутом, о Игоре Яковлевиче. Дело в том, что он очень хочет стать международным композитором, и он, кстати, уже стал международным композитором, потому что, например, его хит «Олимпика», он прозвучал на вторых европейских играх в Минске. Песни «Любовь уставших лебедей» и «Любовь, похожая на сон», их поют все, начиная от, я не знаю, например, начиная от бразильцев, да, и заканчивая китайцами. То есть практически вся планета поет песни Крутого. Поэтому рейтинг у него высокий. Рейтинг у него очень высокий, он задал очень высокую планку.
Я думаю, что он уже не хочет делать простые песни и не хочет... я думаю, что даже он, наверное, уже не хочет ни для кого писать, кроме как для Димаша. Так что есть вероятность, что то, что мы услышали, это такой короткий фрагмент, демо-версия, которая 100% еще очень сильно модернизируется. И то, что мы услышим в финале, как обычно, я вот почему-то в этом не сомневаюсь, что поразит нас, и эта песня нам понравится. Тем более у нас уже были, Вань, примеры, когда мы тоже думали, что ну что-то какая-то странная песня. Например, вот песня «Знай». Угу. Я же был на концерте в Москве, когда она впервые прозвучала, и я вообще не заметил, что что-то в ней такого необычного, что меня поразило. Ну, она звучала рядом с «Грешной страстью», там, и... Уже с такими заядлыми хитами. С супер хитами мировой музыки. И вот... А оказалось, какого уровня это произведение, что там, я не знаю, только наверное... спустя время удалось осознать, насколько это глобальная мелодия, и сейчас тоже, опять же, тому подтверждение, что все... Во-первых, песня «Знай» неоднократно занимает почетные места и в нашем рейтинге самых прослушиваемых песен Димаша в каждом месяце, то есть она обязательно присутствует. Поэтому, друзья, давайте не будем делать поспешных выводов и дадим нашим уважаемым композиторам, композитору Игорю Яковлевичу Крутому развернуться. Ведь все-таки он написал, что идет сейчас активное сотрудничество, поиск и тональности, и аранжировка. Еще Ерлан Бектюрин не приступал к своей прямой обязанности. Так что, друзья, там еще есть над чем работать. Да, те песни, которые Игорь Крутой написал, и «Знай», и «Олимпика», и «Пассионы». Да, и «Пассионы», это песни, которые созданы на долгое время. Это не хит лета. Вот, да. Как сейчас модно делать. Хит, вот сейчас многие артисты начинают выпускать новогодние хиты, чтобы вот, провести успешные корпоративные мероприятия. А эти песни, они будут слушаться круглое время года и на протяжении многих лет. Может быть, я очень на это надеюсь, что даже войдут в историю. А для тех, кто переживает, я вот хочу вас успокоить. Переживает, например, что и Игорь Николаев вдруг ворвался в команду, да? Что вот песня Игоря Николаева и Игоря Крутого стала гимном на закрытии Олимпийских игр в 2030 году в Сочи, вы знаете. Композиция называется «Олимпийский вальс», и она была исполнена оперной дивой Хиблы Гарзмаевой. В 2013, да? 14. 14? Мне послышалось в 2030. Все впереди, да, у наших молодых композитора и стихотворца Игоря Николаева. В общем, друзья, пожелаем этому детищу удачи, там еще много работы, и очень надеемся, что все-таки в декабре, как анонсировал Игорь Яковлевич, мы услышим данную композицию. Да. Саша, у меня к тебе вообще, знаешь, каверзный вопрос. Мы же не знаем, да, когда песня эта будет презентована? Нет. А ты не думал, что Димаш на эту песню снял клип и будет там в золотой маске? То есть ты хочешь соединить два таких вот... Там же тоже девушка была. И да, и Димаш, мы И знаем... он там может петь «Я скучаю по тебе». День и ночь работает над съемкой чего-то, чего мы не знаем, но тоже он говорил «скоро», да? И вот как-то это «скоро-скоро» может так совпасть, что как раз «Я скучаю по тебе», он может петь в спортивном автомобиле, в американском стиле, маске, да, дождь, да, скользкая дорога, он мчит на встречу к своей возлюбленной и поет «Я скучаю по тебе». Ну, а хочешь узнать, что наши зрители думают, вот какие у них есть предположения по поводу новой песни в «Золотой маске»? Давай. Например, Лариса Рахманова написала: «Привет, Саша, я думаю, это будет новый клип на английском языке, под музыку которой ты недавно танцевал в стиле Майкла Джексона». Это вот то, что снимает как раз Димаш в Казахстане, да? Да. Угу. Полина Карра пишет: «Я все-таки предположу, что будет новая песня и клип на нее в рокерском стиле. Это не Голден». Ты же говорил, что Голден, да? Да, я делал предположение. Димаш написал: «Чтобы завоевать сцену, надо ее взорвать». Он был одет в кожаную одежду рокеров, и это его новая песня, там будут шикарные биты, готовы поспорить с кем-нибудь. А еще Stellar Хейди пишет: «Димаш любит нам подкидывать загадки, а мы любим их отгадывать. В этой маске он уже был замечен, но она была у него в руках.
А вчера предстала во всей красе и в окружении вокруг машины. Конечно, очень похоже на съемку клипа. Она тоже подумала, что это Golden, но биты из студии в других постах были не очень-то и похожи на Golden. Маска была похожа на клюв Беркута. Или клип будет на новую песню, или все-таки интересный сюжет придуман. А еще помните, после киевского концерта Димаш выложил тизер клипа на Golden. Если есть тизер, то должен и появиться клип. В общем, остается только дождаться. Нам не привыкать, мы подождем. Какой вот все-таки после этих вот предположений у тебя вывод? Что мы ждем? Вань, у меня, знаешь, только хороший вывод напрашивается о том, что все-таки будет сразу две премьеры. Одна песня все-таки будет с Игорем Крутым, а одна песня вот от Димаша Кудайбергена. Потому что, ну, что все к одному связывать? Хочется, чтобы было прям два сюрприза перед Новым годом. Я думаю, что все Диарс этого заслужили. В общем, тогда что мы будем делать? Мы запомним наших предсказателей. Да, запомним и посмотрим. Будем смотреть, что же получится в итоге. И если кто-то угадал, вот будем сильно следить за предположениями. Вот. Друзья, вы тоже можете попробовать угадать, испытать удачу. Может быть, потому что я еще, знаешь, какое вот хочу сделать предположение? Но это лично мое. Я думаю, что это будет бит, тот, который мы слышали у Димаша в Инстаграм, но будет казахский стиль. То есть Димаш будет петь на казахском, и это взорвет MTV. Ну, в общем, будет очень круто. Ну, я тоже тогда хотел бы комментарием завершить вот тему новой песни, которую Игорь Крутой анонсировал. Марем Хизировна написала: Димаш исполнит песню Николаева по-крутому. Так что, друзья, давайте ждать с нетерпением несколько премьер. Хочется, чтобы все они удались, и, как обычно, весь мир обсуждал эти свершения. Димаш же крутой, как он может не исполнить по-крутому? Игорь Яковлевич сам сказал, Димаш крутой. А, Димаш все сделает. Не переживайте. Ну что, мы тогда двигаемся дальше. Давай тоже затронем тему MTV. Да, все-таки голосование продолжалось всю эту неделю. Надеюсь, никто не ленился. Заходили в Твиттер, оставляли новые твиты. Все по правилам, как мы учили. И хочется надеяться, что эту ночь с пятницы на субботу вы вновь проведете бессонно, но активно отправляя запросы «Request Димаш». Вань, я обещал, что мы сделаем мотивационный стрим. Нам надо подтвердить либо опровергнуть эту информацию. Друзья, сегодня вечером на канале Алга Петербург мы будем вместе с вами готовиться к голосованию на MTV. Кстати, очень важная есть информация у меня по теме голосования. Нам на WhatsApp. У нас есть номер WhatsApp, друзья, куда вы можете присылать все, что захотите. В разумных пределах. В пределах разумных. Да. И нам туда прислали супер фишку, которую придумала одна наша зрительница для Твиттера. Оказывается, в Твиттере можно делать отложенные посты. И она за 2 часа на всю неделю запланировала посты. И получается, 2 часа поработала, и потом всю неделю отдыхала, а компьютер за нее сам голосовал. Вот это мозг. Да, если, друзья, вам интересно, напишите нам в комментариях, Саша сделает. Саша сделает очередную инструкцию по как голосовать в Твиттере и как делать вот эти отложенные посты, чтобы автоматизировать процесс голосования. Да, и почему я еще всех жду на нашем вот онлайн-стриме перед голосованием? Потому что нам вот задают вопрос. Diamond DJI. Саша, как там бешбармак? Кто готовил? Видела в инсте, что прислали вам вкусняшек. Мясо видела килограммов 200. Козы, расскажите, очень интересно. Поэтому ждем вас на наш онлайн-стрим. Пообщаемся на самые разные темы, в том числе и о том, как мы справились с бешбармаком. А, кстати, у нас есть WhatsApp, я уже говорил об этом, и нам, оказывается, еще несколько посылок отправили. Вот, я не знаю, может быть, сделаем распаковку, да? О, я бы с удовольствием, да. Поэтому большое спасибо вам, друзья, что вот такие нам подарки отправляете. Поддерживайте нас в такое непростое время. Да, все-таки, когда нет возможности взять и слетать
да, слетать на пару дней, там, может, на неделю, на месяцок, на полгода куда-нибудь в Казахстан, там отдохнуть хорошенько, набраться сил. Вот хорошо, что есть возможность у наших друзей чем-то нас порадовать. Ну, например, Сашу порадовать бешбармаком. Ладно, Вань, не обижайся. Вот видите, да, друзья, вот там зрители, которые писали, что как там, что Саша доминирует. Да, так и есть. 200, как можно было за один присест 200 килограмм мяса? А на самом деле у нас же демократия. Вот. Ну, если серьезно, то у нас на канале демократия. Нас хоть трое, но мы вот все втроем. Получается, что как у нас равноправие. И ну, кто хочет, тот что и делает. Захотел передачу сделать на определенную тему, и вот полная свобода. У нас полное взаимопонимание в нашей творческой семье, поэтому не думайте, что мы кого-то или друг друга угнетаем. Все по добровольному согласию. Да, но хотя у нас есть серьезный контролирующий орган. Это вы, дорогие друзья, это наши зрители. Вот. Потому что все, что мы делаем, это мы делаем для вас. Ваня, я бы еще хотел затронуть тему Китая, потому что мы как-то делали новости о том, что совсем что-то грустно стало мне без китайских новостей. Есть у тебя какие-нибудь интересные? А кому-то, кстати, стало грустно без голосов китайских диас на голосовании MTV. Ты знаешь, вот на эту тему очень много думал, и недавно, когда я общался с Санг Шен, это девушка, которая на скрипке играла на нашем онлайн-концерте, девушка из Сан-Диего, и у нее есть доступ к китайским соцсетям, например, китайской соцсети Weibo, и она сказала, что нас там знают, оказывается. Китайские, да, кто-то из китайских диас, наверное, туда наши ролики отправляет, делает репосты. И я знаю, что подумал, а может быть нам тоже зарегистрироваться в Weibo, потому что, ну, например, когда Димаш Канатович он в Китае был, мы все новости оттуда брали из Китая, очень сильно следили, искали, а вот сейчас получается китайские... И завидовали китайцам. Завидовали, а сейчас китайские диерс, они же не могут следить за, у них же есть там ограничения объеме, да, за Инстаграмом, там, за Фейсбуком, за Ютубом. И, может быть, наверное, нам надо подумать о том, чтобы создать там аккаунт и наши ролики тоже туда загружать. Потому что это действительно несправедливо, что такая большая семья Диерс находится, ну, скажем так, в недостатке новостей, информации о своем любимом артисте. Поэтому, если мы им поможем в этом плане, то будет здорово. Друзья, как вы считаете, стоит ли нам попробовать и для китайских друзей выпускать передачи? Единственное, что, Вань, это же время, опять дополнительно. Конечно, время займет. Не, ну что делать, найдем время. Вот. Говорил. Последнее время я заметил, что кто-то слишком много спит, и какие-то каникулы появляются регулярные. Поэтому я думаю, что... Мешки под глазами. Поэтому я думаю, что время, конечно, найдем, если это потребуется. Потому что у нас же, от нас зрители еще, наши друзья ждут очередной онлайн-концерт. Мы же обещали, что будет продолжение. Поэтому я думаю, многие хотят знать, когда он состоится и будет ли вообще онлайн-концерт. Друзья, концерт будет. Уже, кстати, очень много артистов высказали желание поучаствовать. Вот сейчас мы там очень серьезную подготовительную работу ведем, со всеми общаемся, находим подход друг к другу, настраиваемся, вот, записываем прекрасные песни. Вокалисты профессионалы, есть и стопроцентные диерс, которые не имеют музыкального образования, но поют. Слушай, да, я видел украдкой, я иногда подглядываю, чем там Ваня занимается, готовя концерт, потому что он для меня тоже как бы делает сюрприз. Но я могу сказать одно, что, конечно, предыдущий концерт я получил колоссальное эстетическое удовольствие. Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в онлайн-режиме. У нас было 2200 человек в максимальной точке. И, конечно, 5000 лайков собрали, столько комментариев, это не может не радовать. Поэтому, друзья, давайте с нетерпением будем ждать второй онлайн-концерт, чтобы у нас было еще больше людей. И надо, наверное, сказать, зачем мы вообще это все затеяли. Потому что мы считаем, что вот большое количество творческих людей, которые воодушевились творчеством Димаша, вот
мне кажется, не нуждаются в тоже выплеске энергии, выплеске своего творчества. И мы вот с вами посоветовались и решили, что наша площадка может действительно подойти для таких творческих людей, которые хотят выступать и выступать на широкую аудиторию, потому что у многих из них есть каналы, но, как вы заметили, они не слишком значительные, не у всех большие каналы, многие только начинают свой путь. И я думаю, что как раз вот миссия объединения, то, что завещал, да, Димаш, и то, над чем он работает, мы, конечно, тут пытаемся это сделать со своей точки зрения, как это возможно. Кстати, ты говоришь про вот каналы небольшие, а между прочим, у нашего друга Фабио из Италии, у него уже 1000 подписчиков на канале. Это очень здорово. И я тебе скажу так, что творчество Димаша и онлайн-концерт так его тронули, и обратная связь от всех Дирс, которые смотрели этот концерт, что он уже начал выпускать свои песни. Кстати, друзья, кто хочет посмотреть, обязательно зайдите к Фабио на канал, посмотрите, он очень хороший певец, профессионал. И я думаю, что эта тенденция, она еще больше поспособствует распространению творчества Димаша. Потому что одно дело, когда мы вещаем вот в одной сфере, да, скажем так, для одного круга лиц, а ведь там люди профессионалы, и у них на каналах есть собираются своя аудитория, свои зрители. И вот таким образом, да, мы, продвигая вот творчество Диарс, они в свою очередь будут продвигать как раз тоже культуру музыки, культуру Димаша в своей среде. И таким образом нас станет еще больше. Это 100%. Ну что, тогда мы будем готовиться, друзья, к сегодняшнему голосованию вечернему. Вам предлагаем немного отдохнуть, потому что силы понадобятся. А в завершении я бы хотел прочитать комментарий, он же новость. Санек Огонек пишет. А на чемпионате России наши фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов катают новую программу под адажио Димаша. Мощно. Круто. Вот на этой позитивной, счастливой ноте давайте отправимся, посмотрим это замечательное выступление и ждем всех вас на вечернем онлайн-стриме. Спасибо за беседу. Пока. Пока.